Так, здорово всем. С вами Миша Выплюшка, канал бывшего осужденного. Что-то я вспомнил, что я вам не рассказывал про карцер. Что такое карцер? Как я там сидел, что он из себя представляет, за что его дают. Короче, сегодня будет история об этом. Это опять-таки биография. Вот. История моей жизни. Если кто вдруг тут впервые как-то очутился, я не знаю, бывают такие люди или нет, то здесь вот на моем канале я рассказываю свою жизнь, свой опыт пребывания в местах лишения свободы. Да, я провел там 12 лет. Вот, чем я не горжусь, это ваша любимая фраза, я знаю, да, я здесь просто рассказываю свой опыт и не более, никакой пропаганды и ничего такого, просто воспоминания из жизни. Вот, с чего бы начать, ребятки, с чего бы начать, надо подумать. Ну, в принципе, можно начать с того, что, объяснить, что это такое вообще, что это за помещение, карцер. Его называют, кстати, по-разному, так, на жаргоне зэковском, типа кича, яма, банка. И там есть еще многие варианты. Вот, кстати, пока не забыл, ребятки, кто пишет комментарии, это вот информация для вас. Кто напишет хороший, интересный комментарий по этому видео, я его закреплю, его будут видеть все. То есть ты будешь на первом месте. Как я сделал это в прошлый раз, когда про меня человек написал стих. Он прикольный, кстати, но на втором канале. Теперь я буду делать так на этом канале. То есть самый крутой комментарий я закрепляю, и все его видят, смотрят. Вот. Также не забывайте, что ссылки в описании на мой ВК, Инстаграм. А если ты хочешь знать по этой теме больше и без цензуры, и разные вопросы мне задавать, то есть закрытый телеграм-канал. Как туда попасть, смотри в видео по ссылке в описании, либо в подсказочке, которая сейчас выскочит. Погнали! Но правильно называется, штрафной изолятор, сокращенно ШИЗО. Я имею в виду по закону, называется ШИЗО. Его дают до 15 суток. И что из себя представляет? Честно говоря, очень похоже на мою комнату. Я ее иногда называю карцер. Приблизительно моя комната, вот она 8 квадратных метров. Она маленькая, да, в которой я сейчас сижу. Это маленькая комната. И вот я в ней прожил всю жизнь. Типа такая детская. Но, знаете, я с детства привыкал к таким маленьким замкнутым пространствам. Вот, первый раз я попал в карцер на малолетке, 5 суток мне давали. И, в общем, когда зашел, я смотрю, как у меня дома прям. Только окошко маленькое, на нем, естественно, решетка. Стены тогда были еще не гладкие, вот как, грубо говоря, там у нас дома, да, а была так называемая шуба. Это такая стена, такая, она вся кривая. Такое ощущение, знаешь, что вот цемент так накидали, набрызгали, на стены, вот. Была шуба. И что там, в карцере есть? В карцере есть туалет, само собой. Причем, нормальный. Не ведро там какое-то, серишь, там сидишь в него. Вот. Такой он был, знаете, этого сидячего типа на картах сидишь. Вот. В него же идет прям кран с водой, то есть раковины нет, просто над туалетом этот кран. То есть ты, получается, и умываешься над толчком, зубы чистишь, не знаю, посуду там моешь или что. Стол небольшой и стул. И больше нихуя. Есть там еще, где же спать там, типа, да, у вас, наверное, вопрос рождается. Нары, они спальное место арестанта наказанного, они пристегиваются, они такие откидные к стенке. И с 6 утра до 10 вечера их приходят и пристегивают, то есть ты на них не полежишь. Можешь, конечно, полежать на полу, но, слава богу, когда я там отбывал, пол уже был деревянный, раньше был он бетонный. Вот. Даже на деревянном полу долго особо не поспишь. Вот. То есть, там ничего нельзя еще с собой брать, то есть там можно полотенце, зубную щетку, пасту и все. Больше ничего нельзя. То есть ни сигареты там нельзя, ни чай, там нельзя ничего. То есть все, у тебя ничего нету. И пофигу, куришь ты или не куришь, то есть 15 суток там если дают, или неважно даже 5 или 3. Минимально могут дать 3. Это я видел, как-то и сутки человек сидел, одни сутки. Вот. То есть сидишь, и тебе ничего не положено. Ешь там по расписанию, что дают, и все. Но не забывайте, что есть такие
так называемые черные зоны или черные тюрьмы, да, в чем разница между там тюрьма и зоной, кстати, можете посмотреть у меня на канале, у меня есть такой ролик. Вот. И получается, если тюрьма или зона черная, то блаткомитет договариваться, не знаю, за бабки там или за просто там какие-то моменты, то есть, ну, как бы взамен чего-то, да, менты же тоже там взаимодействуют с зэками, им что-то надо, они идут с блатными разговаривать, блатные там уже решают вопросы. Вот. Блатные договариваются и в карцера тусуются, короче, там сигареты, там чифер, иногда что-нибудь сладкое, какие-нибудь бутерброды. Если это, допустим, зона, ну, уже как объяснить, лагерь, да, то там, естественно, карцеров больше, чем в СИЗО. Вот. И в карцерах там сидят не по одному, а там бывает по 2, по 3, даже по 6 человек. Вот. Так худо-бедно как-то повеселей, потому что я вот сидел один пару раз, даже 3. 2 раза на малолетке я сидел, один. А 1 раз на Медведкову я сидел, да. Вот. Ну и потом, короче, вот уже там у нас был, там, помню, вдвоем сидели, и в 6 тоже сидели. Вот. Одному, конечно, вообще тяжко. Даже 5 суток просидеть тяжко, реально тяжко. Вот, потому что, как бы, блин, ну вот, все. Понимаешь, что вот делать нечего целый день, поговорить не с кем. Просто тишина и вот камера, и все, и больше ни хрена нет. И там начинаешь думать, там, не то, что думаешь там, о своей жизни тоже в том числе. Я вот там помню, что я такие вещи вспоминал, которые вообще даже забыл, блин. Таких людей, которых я встречал в своей жизни, которых уже реально как бы вообще не помню. Там вот много времени, там что-то прокручиваешь. Вот. Я помню, что, блин, ну там можно было походить в некоторых. То есть ты либо сидишь на стуле, либо лежишь на полу, либо ходишь там сколько-то есть, там 3-4 шага пройдешь туда, развернешься обратно, туда, обратно. Вот так вот сидишь. Короче, это такое, ну, блин, ощущение, я не знаю. Ну вот, ну, блин, представьте, в тюрьме, как бы там еще тебя в тюрьме посадили в тюрьму. Вот. Первым сроком я когда сидел на малолетке, я помню, там еще крысы были, у нас такая вот дырка была большая в карцере. И оттуда, короче, вылезала крыса. Вот. И мне как бы, ну, не по кайфу было, что она вылезает. Я вот брал хлеб, из хлеба делал такой кругляк, вот, загонял ее туда, ну, там, типа, все, там, ты ж пошла отсюда. Вот, забивал эту дырку вот этим куском хлеба. И вот пока она его не сожрет, короче, я вот как бы без нее. Она потом схавает, короче, опять вылезает, приходилось ее гонять постоянно. Вот, и я уверен, что менты знали об этом, об этой крысе, об этой дырке, там 100 раз им говорили. Вот, но они ничего не делали, это типа такой доп. Наказание, доп. Услуги. Вот. Что еще? Можно, вот, например, в этом карцере, знаете, самый большой дает 15 суток, но я видел людей, которые сидели там по году, по 1,5, как это происходило. Это практиковалось в Рязани, вот, на поселке Центральный, ну, он так называется просто, поселок Центральный, это там, ну, колония общего режима. То есть за нарушение человек попадал в изолятор, допустим, на 15 суток. Спустя 15 суток ему приносили просто бумагу о том, что ему еще дополнительно дали 15 суток, а давали там за все вообще. То есть, знаете, там какая фигня, типа, ну вот сидят там 3 зэка, допустим, да, в этом карцере. И с утра заходит проверка, и менты спрашивают, кто дежурный? А дежурный это как бы такая вот, ну вот в черных лагерях, таких более-менее черных, режимных, короче, ну такая стрёмная канитель, как бы, ну, типа дежурный. Дежурный он должен дать доклад, ну вот если это красная зона, да, то заходят менты и с утра в карцер говорят, кто дежурный там. Дежурный там, Миша, вы плюшка, статья такая-то, такая-то, в камере столько-то, столько-то человек, там, начало срока такой-то, конец срока такой, то есть, ну, вот такой доклад надо давать, и вот это, типа, в черной зоне, типа, такой вот доклад давать и быть вообще дежурным, типа, вот. Вообще стрёмные канители, поэтому в черной зоне, когда менты заходят, типа, кто дежурный, все молчат. Вот. А раз как бы нет дежурного, то, значит, на кого-то составляется там рапорт за это, за то, что они там в отрицалово идут. Вот.
То есть сами себе продлевают зэки срок из-за вот этого, представляете, из-за того, что вот, ну, не проговорить вот эту фразу, которую я вам сказал, да? Вот, и из-за этого люди сами осознанно идут, что типа, нет, все, я не хочу обратно, я хочу здесь сидеть, да, вот, ну, я не хочу вам, типа, подчиняться, вот, все, вот, пошли вы в жопу со своим дежурным, я буду сидеть, и мне пофиг, короче. Вот, и реально люди вот как бы из-за этого сидят годами просто вот в таких местах, вместо того, что как бы, ну, не знаю, вот сейчас вот смотришь как бы на это все. Вообще, в принципе, вот я как бы смотрю, очень многие вещи, которые я вот творил в своей жизни, они того не стоят. Но, не знаю, ну, значит, так надо было на тот момент. Ну, из-за вот каких-то глупостей иногда, да, знаете, там приходилось мне, ну, тоже приносили дополнительные сутки, но вот у меня ремонтировать дом уже там 50 лет, не знаю сколько еще будут. Вот, поэтому извиняюсь, если уж вам как-то слышится это бензопила или что. А вот, и, короче, сбил меня. Ладно. В общем, вот этот карцер, люди там сидят, и сидят, ну, действительно много, и условия там вообще просто пипец. Я помню, когда Рязань там перекрашивали зону, то есть она была такая, что как бы там можно было в карцере сидеть худо-бедно, да, там чай курить там было, там даже в какой-то камере связь была, там можно было позвонить. Но потом, когда зона стала краснеть, когда стали зажимать гайки, то есть все там, все менты все перекрыли, то есть туда ничего не попадает, ну то есть все, дороги нет, то есть ну, не разрешают. Короче, сделали все, чтобы зэки туда не могли, никак не могло туда попасть, короче, курево, чай. Вот. Единственный вариант, который был, это запихнуть себе что-нибудь в жопу. Вот. Ну, реально, и кто-то так делал, кто-то не делал. То есть, ну, человек идет на комиссию, да, то есть он совершил там правонарушение, да, там в зоне. Ему говорят, там, ну, в понедельник пойдешь на комиссию, как она забыла, дисциплинарная комиссия. Вот. И ты там приходишь на дисциплинарную комиссию, тебе там, грубо говоря, там, ну, все, 10 суток тебе за это, вот ты там иди в отряд собирайся. Да? И вот пока ты идешь в отряд собираться, у тебя есть время, короче, забить под завязку твое очко. Вот. И некоторые фигарили, и кто ездил постоянно в изолятор, у них там был, уже там, будь здоров, наработано. Вот. И тут, наверное, у вас сейчас родится опять вопрос такой, а что за фигня? Типа, зэки все такие правильные, типа, блатные, там, да, там, все там у них по понятиям, они там что-то разруливают, раскидывают, там, да, и они все в жопу что-то суют, да. Да, и причем как бы не видит в этом ничего такого. Как это объяснить? Я не знаю. Серьезно, есть очень много вещей, я уже говорил, которые, ну, невозможно объяснить. Там, знаете, есть еще момент такой. В некоторых зонах доступ туда, вот, то есть получается, ну, как бы из арестантов в карцер могут как бы пробраться только петухи. Ну, типа уборщики, да, и, ну, там же не менты убираются, допустим, в коридоре. Вот карцер, да, он выходит на коридор, напротив еще одна камера, то есть, ну, вот коридор и по бокам вот так вот камеры, да, и вот этот коридор убирает петух. Вот, ну, и как бы не всегда за ним менты следят, потому что он типа, ну его нафиг, что там с ним рядом стоять, пускай метет, он и метет. Вот. И в это время петух как бы остается один, и, соответственно, он может передать сигареты, чай. Да, и есть зоны, где петухи это все приносят. Вот. Трогают, ну, открывают кормушку, где зэки порядочные берут еду, открывают эту кормушку, дают им сигареты. И его там ждут, как я не знаю кого, просто. Ему там чуть ли не братан, там говорят, там туда-сюда, там. И берут у этого петуха. Да, это все запаяно, да, это там все, он там, не знаю, трогал это или не трогал, там, да, все это так. Но, понимаете, опять вот, знаете, на все там вот одно объяснение, то, что происходит, да, где-то вот что-то можно в каких-то моментах, где-то что-то нельзя. На все там есть одно всего лишь объяснение. Положение позволяет. Если положение позволяет, чтобы мент приносил, там, даешь ему 100 рублей, да, зона прям чернючая, даешь менту 100 рублей,
он тебе приносит и чай, и сигареты, и сладкое, и колбасы, что хочешь, да, то вот этот петух, который на продоле, они его будут просто ему только, когда видите, ему говорить, типа, иди нахер отсюда, типа, да, вот. И все, он им не нужен. Все, он для них петух, он для них вот все, конченый человек. Они даже не то, что они не задумываются даже о том, чтобы там что-то ему там сказать, взять у него, вот, или передать что-то через него. Но если зона такая, что гайки затянуты и доступ только у петуха, то положение позволяет вот только так получать эти сигареты, чай и выживать только таким образом, и там это считается нормально. То есть вот так вот, понимаете, все. Даже не знаю. Я вам просто пытаюсь объяснить в каких-то моментах. Да? Ну, во-первых, я вам рассказал просто вот что это такое и как я там был. Да? А по итогу я всегда вот вам пытаюсь объяснить, донести, что не такие уж беспринципные далеко те, кто находится в местах лишения свободы. Вот, просто очень многие думают, что там прям все живут от жизни по жизни, не шагают там в сторону и так далее. Таких людей, вот я в своей жизни за 12 лет встречал мало очень. Пальцев одной руки вполне хватит, чтобы их пересчитать, которые вот так вот будут сидеть. И даже зная, что там кроме петуха никто не принесет, они не возьмут. Потому что вот, у них свои взгляды на жизнь. Они скажут, нет, я не буду брать. Я лучше буду не курить. Не буду я у петухов брать. Ничего. Вот таких людей беспринципных, да, и которые вот живут как бы себе на уме, да, там своими взглядами. Их очень мало, их вообще мало. Вот. В основном, там люди, обычные, понимаете, обычные стадные, стадный инстинкт, как и здесь, там, как и... То есть, если смотрят, если все это делают, то и остальные это будут делать, да. Если, допустим, мы на малолетке, когда сидели, мы не ели из посуды, которую нам выдают менты, да, потому что, типа, она килишованная была. Вот. Мы там делали какую-то фигню из... как она называется там, из-под доширак что-то оставалось, там, вот, такие самодельные тарелки, и мы не ели, потому что, вот, была такая канитель. Но когда я попал, на красную тюрьму в Медведково, ее только-только построили, она была очень режимная, там все, там подъем, отбой даже был, вот, то там все ели из той посуды, которую выдают менты, все, кто сидели по 5, по 6 раз, по одному, там, неважно, вот, потому как другой не было. То есть, чтобы не сдохнуть, люди ели вот так вот, понимаете? Вот о чем я вам говорю. А говорю вам это к тому, что если у вас есть, вот там, знаете, мне люди пишут там в соцсети, вот у нас есть такой, вот он там что-то мне сказал, что мне стоит там от него ожидать, бояться. Вообще, у меня есть тоже ролик, называется «Ты кто по жизни?», самый такой популярный у меня на канале. Как вообще разговаривать с такими людьми, кто козыряет вот этой темой и пытается с вами разговаривать на жаргоне. Вот. Вообще, в общем, данный ролик, вот, который сейчас вы смотрите, он именно для того, чтобы вы поняли, что там они не крокодилы никакие, не медведи там, ничего. Если человек отсидел, это далеко не значит, что он там знает каких-то авторитетов, что он из себя там что-то представляет, что он там... Еще неизвестно, как он сидел, понимаете? То есть отсидеть можно вообще по-разному. И я не знаю ни одного человека, который вышел бы и сказал, я сидел петухом. Что ты мне хочешь сказать? Я петухом 10 лет отсидел. Ну-ка иди сюда. Никто так не скажет. Поэтому вы не знаете, если человек перед вами находится и козыряет, что он сидел, вы еще узнаете, кем он сидел для начала. Вот. Если уж, не дай бог, такое произошло, вообще старайтесь избегать таких конфликтных ситуаций, их нафиг. Вот, жить спокойно. Всегда дипломатия, вежливость. Вежливость лучше оружие вора. Да, спокойно. Я вам повторюсь, что серьезные люди, кто отбывали, они этим никогда не понтуются. Если они себя что-то представляют и будет какой-то замес, они просто возьмут и сделают. И не будут пальцы гнуть и пытаться вам доказать свою невъебенную крутость. Вот так это работает, ребят. Эта крутость, она, кстати, вылетает прямо с первым ударом в зубы. Но не обязательно это делать. Лучше всегда обходить углы. Самая лучшая драка — это та, которой не было, ребят. Вот.
Давайте на этом будем заканчивать. Вот, желаю вам всем здоровья, добра. Никогда не попадайте в такие плохие ситуации, тем более в такие плохие места. Вот, как я люблю частенько сказать. Я уже за всех за вас отсидел. Вот. Тюрьма плохое место. До сих пор мне частенько снится. Ну, может, оно и к лучшему. Не дает мне забыть, чтобы я не расслаблялся. Вот. Ладно, что, давайте. Всем добра. Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь. Заглядывайте в описание видео и в закрепленный комментарий. А с вами был Миша Выплюшка. Увидимся.